Бабушку звали Клавдия, очень, кстати, красивое имя, а дедушку звали Александр. Бабушка была такого маленького роста и блондинка, а дедушка был высокого роста, такой худой и такой жгучий брюнет. А бабушки я знаю гораздо больше, поскольку я с ней жила. Она родилась в городе Одессе в 1883 году. Ее звали фамилия Левитина Инда Израилевна. С бабушкой Лидой я соприкасалась очень постоянно. И я хочу сказать, что, вы знаете, она очень строгим человеком была, очень строгим по отношению ко всем. Но строгость это была такая умная. Понимаете, ее все любили. Было принято решение, что бабушка, она к тому времени уже вышла на пенсию, что она будет со мной сидеть. И бабушка продолжала провожать меня в школу, встречать меня со школы. Бабушка была, конечно, удивительным человеком, и тоже я, наверное, в чем-то на нее похожа. Она была, на самом деле, не то что милой какой-то старушкой, нет. Она была конкретно жесткая такая бабуся. Раньше мы встречались в основном на каких-то праздниках и в поездках, ясное дело. А сейчас, поскольку я перешла в более осознанный возраст, уже я сама инициирую там какие-то встречи. Больше всего, ярче всего мне запомнилось то, что я езжу к дедушке в сад. Потому что он занимается садом, особенно, на пенсии это стало прямо такой центральной, главной его отдушиной. Я к нему приезжала, и он учил меня играть в игры. А в перерывах между играми мы хотели собирать мука. Бабушка раз в месяц пекла пироги, в промышленном масштабе. В этот день все уезжали в гости, такие были гости с пирогами. Я сказала бабушке, что я очень скучаю по ее супу. Но я приехала, и меня встретила. Суп, стейки из свинины, жареная картошка, пирог с капустой и шарлотка. И потом мне еще в конце предложили мороженое. Мне было настолько неловко отказать бабушке, что мне пришлось съесть все 4 блюда. И потом, когда я не съела, половину шарлотки, которую приготовила бабушка сказала, что я ее расстроила. А так как она, в общем, из еврейской семьи, и я помню, что они регулярно на Пасху ходили в синагогу и покупали мацу. И потом они из этой мацы они превращали в муку и пекли всякие печенья. Пироги были очень вкусные, кулебяки. Она пекла кулебяки, потому что я была лень лепить пирожок за пирожком. Будничные встречи, будничные просто да. Захотела, приехала, захотела, не приехала. У нас еще с ней очень близкие отношения были, когда бабушка заболела, то, в принципе, уход за ней лег на мои плечи, хотя я еще маленькая была. Она сломала ногу, она была прикована к постели, я за ней ухаживала, я о ней заботилась, и она, в общем, была благодарна, она такая. А так как мы жили вместе, то это повседневная жизнь, и это, встали, завтрак приготовили, покушали, потом обед, потом ужин, потом, такая жизнь. С юбилеем он решил совместить презентацию своей новой подруги с новой бабушки. И это было очень весело, потому что мама придумала много смешных конкурсов. И все так изрядно выпили и бегали у нас по кругу по квартире с шариками. А дедушка, как главный заводила, сидел, помнится мне, в банной шапочке и шуршал обертками подарков. Презентация прошла довольно легко. Бабушка Надя отличный человек. И она очень хорошо и с душой полноценно вписалась в роль моей бабушки. Бабушка очень рассказывала интересно про свое детство. И я прямо думала, сейчас я все запомню, и потом я расскажу, это же так здорово. Но без бабушки теряется эта волшебность рассказа, волшебство. Например, она рассказывала, как они катались на коньках в Туле. Когда придумал себе наряд, как она там привязывала эти коньки к валенкам или к ботиночкам. Представлялось, что это прям такое волшебство. Не знаю, сказка. В момент в детстве я общался больше с дедушкой, мне было просто интереснее. Потому что он был
военный, он там много чего умел, так сказать, и так далее, и так далее. Все, что там как бы дедушка делал, я делал. Я терпеть до сих пор не могу смородину черную. Я ее просто видеть не могу. Моя сестра на 10 лет старше меня идет к своим подругам, а я, бедная, со слезами на глазах, иду к этой смородине, собираю и ворчу, что я рабочая сила. Хотя вот сейчас я это вспоминаю, что это потому что бабушка рядом со мной была, что это все равно мы вместе были, какое-то вот это вот наше общение, оно было. Тогда это не понималось. А сейчас вот с возрастом, что она же со мной. Надо было это ценить, а не плакать от того, что ты собираешь смородину. Я был типа большой медведь, типа твоего. Я его любила. Один раз я пришла и не увидела его. И мне сказали, что его спустили в мусоропровоз, потому что он же стоит и пыль собирает. А это, в общем, ты уже взрослая. А я не знала, что я взрослая. И нельзя мне иметь медведя. В общем, бабушка такая была. Вот как вот Таня, вот эта подруга моя сейчас говорит, она говорит, у тебя такая вредная бабушка была. Я говорю, ты знаешь, Таня, я такого не помню, чтобы она вредная была. Нет, она такая, говорит, все, что мы, куда мы, что, с кем. Вот она, а у меня как-то таких вот ассоциаций нету. Бабушка Аня с нами всегда ездила в поездки. Как наша, нельзя сказать, что няня, но она за нами очень много присматривала. И в целом очень много с нами времени проводила. И у нас был микроавтобус. Мы все садились, значит, сколько у нас было? 6 человек. Бабушка всегда ездила за водителем на втором ряду. Никогда не меняла. Вот один раз изменила, когда мой брат сломал позвоночник, и я пришлось ехать сзади. Она меня научила любить книги. Я ей очень благодарна. На всю жизнь запомнилась фраза. Она мне говорит, Ира, тебе уже пора читать Мэн Рида. Надо начинать читать Мэн Рида. Это очень красиво, как она мне говорила. Роль была роль дедушки. Вот. То есть я всегда знал, что вот меня там поддержат, меня там поймут. Вот она была родственная. И я думаю, что вот это вот как бы и передалось. Но вот у меня и сын, он перенял вот это. Он тоже любит, чтобы собрались все родственники, чтобы эти связи не рвались, а чтобы они как-то укреплялись. То есть все, что со мной происходило, и ему, и бабушкам обеим, да, им это было важно и интересно. То есть это не были какие-то дежурные, так сказать, вопросы. Бабушка как повлияла? Она повлияла так, что она меня научила любить людей. Это в первую очередь. Относиться к людям с уважением. Это во вторую очередь. Не было такого, так сказать, чтобы она спустилась до моего уровня. Скорее, я должна была подняться до ее уровня и соответствовать. И вот роль бабушки такая. С одной стороны, модель, которой я подражаю, а с другой стороны, модель, от которой я отталкиваюсь, потому что не хочу быть такой, как она. Бабушка — это бабушка. Я не знаю, она всегда давала мне так много поддержки, что, наверное, я могу сказать, что очень многие мои достижения случились именно потому, что она мне дала эту поддержку, это как бы толчок, и сказала, что я что-то могу, и я действительно это смогла. Не только моя, а наши бабушки и дедушки нас научили жить. Хорошей жизни. Но они просто делились всем, что у них есть, все, что они накопили за жизнь, богатство, мудрость. И в этом, наверное, главная была суть их. Я бежала ко всем и всем помогать готова была по жизни вот просто. Это была, конечно, заслуга бабушки. Родители отвечают не только за хорошее, но и за плохое. То есть это те люди, которым приходится воспитывать. Вот. Бабушки, дедушки, они такой. В моей жизни носят больше десертный характер. У меня дедушка похож на кекс, я сейчас подумала, такой, или пончик, вот что-то такое круглое. Он круглый такой. Вот правда. Шоколадный. Шоколадный дед.